Моему деду Сизареву Геннадию Михайловичу посвящается. Любящий отец для всех нас. Тебя никто не заменит. Танки. Локомотивы истории. Вы слышите цитату, а это значит, что канал Алекс ОБС продолжает свою работу. Всех приветствую и прошу внимания. Сегодня сражение танкистов на карте Snowvid Road. Участвуют Бойко из Америки и Big Size из Дании. После просмотра напишите комментарий, поставьте лайк, те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Вновь челлендж в рамках от Оксигена, я так понял, появился какой-то такой крутой спонсор, который такие челленджи заказывает, либо сам проводит, но вообще на стриме был полностью весь бой у Экскала. До 7 побед, 300 баксов призовой фонд, один игрок говорит матчап, а другой пикает карту. Ну и значит, с предложенных у нас мироры были China, Air, Tank, Nuke, Stealth, Gla, SVG. Ну и такие были матчапы, как Tox Demo, Tank Stealth, Yusa Gla, Infantry Demo. И они были как раз таки под реверс. Ну и давайте возвращаться на карту, посмотрим, что у нас происходит. Сразу же из примечательного Бойко, значит, пошел в 3 ресурсных центра, 1 военный завод, а Big Size 2 ресурсных центра и 2 военных завода. Ну вот у него уже дозер как раз пошел налево и будет ресурсный док занимать. Выходит БМ, сразу же уходит направо, сюда между коробками, точнее между вот этими зданиями, между этими холмами, сразу же направо пошел. Ну, скорее всего, будет пытаться здесь дамажить саполтраки. Но тут есть ответный БМ от Бойки, на защиту становится. Бойко тем временем ставит казарму, скорее всего, будет скоро переходить в пропаганду, оттуда будет выходить Лотос, а может и нет, возможно, будет захватывать в будущем ту же вышку НПЗ просто через изучение захвата и выхода красногвардейцев. Тем временем Пост и Гатлинг идут через центр, здесь есть Гатлинг от Бойки, второй Гатлинг также выходит, будет встречать, есть слева Батлмастер. Ну и посмотрим, чем же эта стычка закончится. Сразу же начинается дамаг по Гатлингу, Гатлинг пытается забрать другой Гатлинг, они вдвоем как раз таки сейчас атакуют. И Гатлинг у Биг Сайза сейчас потерян. Бойко тем временем зажимает еще и пост. И пост также будет, скорее всего, у Сайза сейчас отлетать. Ракетчики также минусуются. И первое такое мини-сражение сейчас было, конечно, в пользу Бойки. 93 экспоинта уже набрал. Поставил бункер. Скорее всего, с этой казармы сейчас будут не красногвардейцы с захватом выходить, а будут ракетчики. На защиту поставил бункер. Здесь плюс домик будет защищать ресурсный центр. Вновь стычка справа. На этот раз и работает дракон. Первый дракон, кстати говоря, от Сайза. Сайз обычно не пренебрегает драконами. Бывает вообще массово начинает их спамить и просто сжигать своего соперника. Но не в этот раз. Дракон отступает. БМ и ракетчик также уходят. Здесь есть также мини-пачка и у Бойки. Ну и пока просто катаются, ждут друг друга, кто же первый-то начнет атаковать. Слева стоит, кстати, у Сайза пост. Дежурит на всякий случай. Ну и дракон начинает разжигать. Там ракетчики. Ракетчиков бы увести. Ракетчик сейчас-то точно сгорит. Тем временем ракетчик также у Сайза по дракону работает. Минус Гатлинг. Еще один ракетчик здесь сгорел. Но вот этими нужно аккуратно. Бойко будет пытаться, скорее всего, садиться в домик. Нужно отступать Сайзу. Причем срочно 3 ракетчика. Это очень хорошая сила на самом деле. Успевает Сайз сейчас уйти. Получается. Но потерял Гатлинг. Еще один бункер от Бойки. Ракетчики сразу же из домика уходят. Домик уже наполовину каленый. И сразу же, скорее всего, будут садиться в бункер. Не зря же его Бойко здесь все-таки построил. Слева небольшая стычка была. Скорее всего, был потерян пост. Раз 2 ракетчика здесь убежали. Есть у Бойки еще одна группа войск. Справа есть юниты. Куча бункеров. И в центре также есть пачка. Уже появился ЕЦМ танка. Значит, есть пропаганда. Вот она стоит. Второй военный завод имеется. Ну и первый, вот он как раз таки выдвинутый. Вот здесь становится. Точнее, был установлен. И работает Лотос. Начинает захватывать вышку. Что же касаемо Сайза. Сайз уже вышку захватил. Начинает захватывать НПЗ. Также, значит, есть пропаганда. Ну и 3 военных завода. С 3 военных заводов спам, ЕЦМ танки, драконы, как раз таки те, о которых я ранее говорил, не пренебрегает этим Сайз. 3 дракона. И очень большая пачка сейчас идет у Бойки на центр. Есть ЕЦМ танки. Начинается заморозка одной и другой команды, скажем так. Начинается перестрелка. Работает сейчас Бойко очень хорошо и перебивает сейчас юнит это Сайзу.
Сайз заходит слева постом, БМ, ракетчики, ЕЦМ танк помогает от бойки, не дает ракетчикам настреливать. Сверху также юниты от верхнего танкиста наступают, но не получается пробить. В принципе, у бойки пачка очень мощная, и он спокойно здесь справляется. Лотос от Сайза идет сюда на гражданские здания. Примечательно, что Сайз на этой карте практически никогда не пренебрегает захватом этих позиций. Ремонтная мастерская первая будет сейчас захвачена. Надеюсь, получится. Может быть, бойка все-таки попробует помешать, но нет, слишком далеко у него юниты. Арт-платформа идет под захват. Еще спам, пост БМ. Хорошая пачка набирается. Справа пока просто здесь позиции. Причем, смотрите, какая достаточно, наверное, наглая, что ли, такая электростанция здесь от бойки. Справа он уверен в себе, уже строит здание. Арт-платформа, кстати, захвачена. Бежит Лотос захватывать еще одну арт-платформу. Начинается новая стычка. И бойка, похоже, что опять выглядит-то посильнее. Но хотя не все так радужно сейчас для американского танкиста, бойца из Америки бойки. И все-таки Сайз прогоняет танкиста под красным цветом, смещается он ниже по карте. Кстати, перехвачена была арт-платформа бойкой, у него также есть Лотос, но Сайз ее, да, все-таки перехватывает. Решил тут, наверное, продамажить, может быть, думал сначала захватить ее, точнее уничтожить, а потом все-таки захватил. Так, что у нас справа? Справа ракетчики. Ракетчики от нижнего танка попытались здесь пробить, но есть гатлинг, есть БМ, и также ответные ракетчики, в принципе, справляются. Бойка справа отступает. Так, здесь тем временем также раскатывают войска. Опять перехват арт-платформы. У бойки, напоминаю, также есть Лотос, как и у Сайза. Теперь Сайз в обратку ее перехватывает. Сразу же танки начинают по ней наяривать и отступают. Все-таки нужна Сайзу эта арт-платформа. Тем временем ракетчики от верхнего танкиста пытаются поставить мины на бункеры. У них, в принципе, это получается. Также еще и начинают настреливать. Будет пробовать сейчас бункер-то бойка вскрывать. И полетели повышения. Так, это мины. Да, вот они мины. Вновь стычка на центре. И стычка очень серьезная для обоих игроков. Куча пехоты, танки. Но это вся пехота с постов. Это красногвардейцы, значит, был труповоз. И теряют юниты оба игрока. Тем временем был спрошен БМ. Перестрелка идет. Посмотрим, кто же в этом сражении победит. Побеждает Сайз. Тем временем на центре Сайз отступает. Ближе к своей базе очень много войск. Еще добавляет бойка. Начинает прогонять Сайза все-таки с центра. Летит арт-удар. Ответные повышения пошли. Перебивают друг друга юниты. Арт-удар прилетает на ресурсный центр. Ресурсный центр закрывается. И все-таки бойка при всем своем массовом таком наступлении все-таки отступает. Отступил, в принципе, и Сайз к своим позициям, но он спамит здесь с 3 заводов, успел еще подвести подкрепление. Бойко решил свои оставшиеся юниты сохранить и отступил обратно ближе к базе. Тем временем я вижу еще одну оранжевую точку, а это БМ, это сброс был БМа, который сейчас уничтожил пропаганду, ну точнее, Бойко ее продал, не успел ее танк закрыть. Ну а тем временем от бойки арт-удар, который перебил Саполтраки и продамажил дозер. Лотос прям в гуще событий, скажем так. Здесь очень много юнитов у бойки, ее успели здесь продамажить. Сайз наступает. Сайз наступает на бойку, бойка отступает обратно к базе, но все-таки, возможно, будет пытаться принять бой. Юнитов, правда, маловато. Хеликс! Это значит, что филд появляется сейчас у красного танкиста. Командные центры у обоих бойцов, естественно, имеются, так как летают повышения и появляется ядерная ракета. Пока еще недостроенная ядерная ракета от Сайза. Бойко вновь копит армию. Сайз тем временем смещается направо. Лотос каленая стоит, пока просто стоит, ничего не делает. Пытается вскрыть бункер, получается. Тем временем начинает бойка. Бойка уже также накопил пачку. Будет пробовать как-то Сайза поджимать. И вы знаете, удается, мне кажется. Мне кажется, сейчас не совсем удачную попытку прорыва Сайз предпринимает. Как-то узковато. Пачка очень плотно друг к другу расположена. Там еще и дом справа наяривает. Плюс есть хеликсы. А сколько гатлингов? Раз, два, 3, 4 есть гатла. В принципе, еще и хеликс, кстати, бойка потерял. Слушайте, да... Серьезно, побоялся сюда он прилететь. Ну, конечно, 4 хеликса. Плюс ЕЦМ танки. Ракетчиками бить здесь не такое себе хорошее удовольствие. Бойко тем временем слева начинает поджимать Сайза. Сайза еще и здесь атакует домик. Там ракетчики сидят. Гатлинг, скорее всего, будет потерян. Все верно.
Сайз вынужден отступать обратно на базу. Тем временем Лотос у Бойки забегает к Сайзу. Возможно, будет пытаться отменять ядерную ракету, которая уже построена, и счетчик как раз-таки пошел назад. Пачка уходит Сайза на базу. Там есть бункер. Надеюсь, в этом бункере есть ракетчики. Очень большая пачка у Бойки. Тем временем летит, это 5-й ранг. И, скорее всего, это Эми Бомба. И заморозил только 3 юнита. Это Гатлинг, БМ и ЕЦМ танк. Сайз отступает все глубже на базу. Бункер разбивается. Там очень много ракетчиков. Красногвардейцев есть 3 штуки. 4 красногвардейца. Но там танки. Поэтому не получается ракетчиков забрать. Залетает Хеликс. Залетает Хеликс. Ну-ка, ракетчики также есть в другом Хеликсе. Это Хеликс с пропагандой. Работают по батлмастерам. Закрываются также ракетчики. Саплай отлетает. И Бойко хорошо заходит сейчас. Очень хорошо он сейчас заходит на базу. Так, к Сайзу. У Сайза есть пачка. Он пытается с ней зайти в тыл к американскому танкисту. И, в принципе, по-моему, даже удается. Но там Хеликсы. Там Хеликсы есть, конечно, один Гатлинг, но можно попробовать, в принципе, закрыть. Еще 2 котла от Бойки подлетают, а сразу же забирают Гатлинг от Сайза. И, в принципе, справляется сейчас, на мой взгляд, Бойко. Все-таки давит, разбивает пачку сейчас Сайзу. И можно пробовать идти дальше. Нет Гатлов, нету зенитных танков. Воздух ничем не защищен. Ну и хороший микс, в принципе, сейчас у Бойки. Он идет вперед. А где же Гатлы? Ну, есть Гатлинг, кстати говоря. Работает по дозеру здесь. Бойко отлетает Хеликсами назад. Каленый Хеликс уже с ракетчиками. Нужно, конечно же, его восстанавливать. Здесь Лотос стоит. У Сайза опять полетели повышения. Что же это на этот раз? Это Эми Бомба, которая замораживает сейчас юниты Сайзу. Летит ковровка. Завод не добивается. Но все эти юниты будут перебиты сейчас, мне кажется, последними юнитами Бойки. Но у Бойки уже юнитов-то раз-два и обчелся. Поэтому, в принципе, Сайз отбивается, но тяжело. Сброс БМа, кстати, БМ просыпается и начинает бить пропаганду. Скорее всего, пропаганды-то сейчас Сайз лишится, если, конечно, не найдет способ как-то этот батлмастер-то уничтожить. Бойко опять идет вперед, он не останавливается, скорее. Он продолжает постоянно атаку, мины под военный завод. Военный завод очень каленый, а тем временем Лотос идет на базу к Бойке. Красногвардеец здесь бегает. И сразу же Гатлинг его, я так понимаю, будет закрывать. Бьется саплай, летит арт-удар. И Лотос сейчас от Сайза начинает Бойки перехватывать командный центр. Тем временем Бойко заходит к Сайзу вновь на базу. Тут казарма на пути. До свидания, командный центр. Арт-удар на ресурсный. И закрывается. И все саплтраки. И дозер был потерян. Тем временем танки от нижнего танкиста заходят на базу к Сайзу. Там есть еще и воздушные юниты в виде Хеликсов. Правда, один каленый его бы починить, то там есть Хеликс с пропагандой, починится, минус электростанция, ядерная ракета заглохла, и ковровка залетает от Сайза. И практически все наземные юниты Бойко сейчас теряет. Хеликсы отступают назад, есть хорошая пачка сейчас у верхнего танка. Тем временем Батлмастер, который отменил все-таки Сайзу пропаганду, был заморожен и БМом убит. Хеликсы идут в атаку, там есть Гатлинг, но его не хватит. Лотос также от Бойки пытается забежать, но там пост, сразу же Лотос палится. Так, Хеликсы залетает, военный завод минус. Гатлинг с БМом минус, пост минус, минус электростанция, я так понимаю, нет? Один Хеликс потерян, бьется военный завод, выходит Гатлинг, Бойко не контролирует. Неужели сейчас Хеликс будет потерян? Все верно. И минус Хеликс, остался последний с пропагандой, и он каленый. В принципе, сейчас Сайз его, скорее всего, и заберет. Да, Гатлинги пошли в атаку, и Хеликс будет падать. Все верно. Отлично, Сайз. Ядерная ракета через 1 минуту 45 секунд уже будет запущена. Летит арт-удар. Лотос по-прежнему продолжает бегать у Бойки на базе. Арт-удар от нижнего танка полетел сейчас на базу к Сайзу. И куда же она полетит? Может быть, на военный завод. Ну а что тут, в принципе, еще бить? Энергию, если только. И минус военный завод, и минус дозер. Заходит Сайз, не такая большая группа уже. Деньги на карте на исходе, летит ковровка. И попадет ли ковровка сейчас? Нет, мимо. Успевает Сайз уйти. Отстраивается казарма, начинается атака друг на друга. Сейчас танкисты бодаются, тем временем Лотос перехватывает вышку и НПЗ. Распродается военный завод. И все-таки Сайз-то перебивает Бойку, и Бойко сдается. Мы победили.
Отличное танковое сражение на самом деле. И в целом со счетом 7-3 Сайс побеждает в этом челлендже. Ну а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Алекс ОБС. И помните, что всегда из любой ситуации есть выход.